Так, ну что же, буду действовать по запланированной схеме. Прохожу порт, двигаюсь к колонке. Ну а оттуда в электро. Человек бежит. Но в порту ситуация не изменилась ровно ни на грамм. Пусто и одиноко. Ну, за исключением человечка. Ему, по-моему, тоже довольно пусто и одиноко. А мне надо вспомнить, где тут колонка. По-моему, она полностью за промкой находится. Поэтому мне надо как-то отсюда выходить. И у него что-то там подлагивает. К сожалению, мне ему предложить нечего. От слова совсем. Так, он побежал на промку. Ну пусть бежит. А мы направимся куда-нибудь вот туда, пожалуй. О, вещички. Это я все возьму. Вопрос только куда. Хотя мне все-то не надо на самом деле. Я возьму только вот так. И кадеин я, наверное, выкину. А может и нет. Кстати, пока я тут рядом с камнями, неплохо бы мне сделать ножичек. Так, дробить породу. Свинья валяется убитая. 100. Возможно, это зомбаки ее завалили. И рестарт через 10 минут. Вот как плохо без рюкзака. Пойду-ка я свинью разрежу. Если мне это удастся. Все-таки как-никак вроде бы охота качается от этого. Колоночка нашлась. Но отпиваться... Не, ну чуть-чуть можно попить. Тычку. Как раз перед рестартом заполнится. А потом еще допью остатки. По-моему, норм идея. Кстати, тут еще одна свинюшка заспавнилась. Как насчет потратить патрон? Может, все-таки убьет? Второй кусочек мяса мне бы не помешал на самом деле. Так, все. Бегут. Или нет? На первый взгляд никого. Те ходят спокойно. Ну, приступим. Да, перед тем, как отправляться в путешествие, так как путь довольно-таки не близкий, пожалуй, я отопьюсь, просушу вещи как следует, потому что опять начинается тут метель. Ну и зажарю свои ничтожные кусочки мяса. Хоть какая-то еда. Надеюсь, на дорогу мне хватит. О, челик какой-то. Я уж испугался. Да ладно. Ну, земля тебе пухом. Что же, не пропадать же добру. Ой, как это долго. Ну ладно.
Может, что-то есть полезное. Так, ну из полезного на самом деле немного. Футболки, тряпки, палки. Ну, палки, кстати, мне сейчас пригодятся. Ну все, пошла психичка. Надо сейчас отлечиваться. Может, из-за трупа она так ударила, или то, что я его обыскивал. Ну, у меня есть вроде что-то там, плюс медведи. Правда, руки теперь заняты. Ну ладно, что поделать. Ну и метель. Ничего не видать. Пойду лучше я по рельсам. А там и до бара добреду. Опа, поезд. Надо смотреть. Чуть не пробежал. Ну, поезд и поезд. Что теперь? 3 уголечка он мне дал. Ну и на этом спасибо. Слышу я курочку. А вот, кстати, она. И я уже это до бара добрел. Стало быть... Стало быть, что? Стало быть, я нахожусь рядом с маяком мыса Голова. Ну, надо на него зайти, я считаю. Попалась. Ну что, добьем ножичек? Поврежденный, хотя его на кору-то побольше хватит, я думаю, чем вот этого. Так что каменный буду добивать. И на маяк. Ну, а потом в домике. Да я пока бегал на маяк, прилично так промок. Так что надо сушиться. Все-таки до электро еще полпути. Ну и заодно курочку зажарить, там бонус получить. Как-то так. Вот, собственно, и домики. Надеюсь, зомбарей не завезли. Зомбаки, конечно, есть, их дохренище. Похоже, один домик для меня закрыт. А может и не один. Что-то надо с этим делать. В бар-то я хотел бы попасть. Бывает там лут интересный. Правда, бывает и не очень. Но чем черт не шутит? Понятно. Нифига себе, тут их сколько. Прям народное собрание. Что это? Толстовка. Мне не надо. Ну, блин, мне придется тут задержаться. Сушиться как-то. Потому что я уже сейчас начну мерзнуть. Хотя такая компания мне не очень, но особо выбирать не приходится. Ну все, я становлюсь спокойнее. Бонус получили. Ну-ка, бери. А, ты уже взял. Нифига себе, ты быстрый. Ну, тогда двигаем. Рывочек до электры. На горизонте появляются уже первые здания электры. Точнее, это еще, можно сказать, пригород. Промочка и все такое. Стоит ли мне туда заходить, даже не знаю. Скорее всего, зомбаки там имеются. Но если там пусто, чё бы и не зайти. Ботинки стоят. И зомбаки ходят. Что мне из этого больше нравится? Наверное, и то, и то. Зомби ходят, значит, тут, скорее всего, не пролутано. Ну, а ботинки — это всегда хорошо. Хотя мои лучше. И плащик, и вот эти вот. Не, что-то не нравится мне тут. Лежит труп, но разлутанный. Или нет?
Нет, не разлутанный. Но мне надо сделать вот так для начала. Чтобы себя обезопасить. Блин, плащ. Ну ты серьезно? Успел, блин. Вот это повезло, так повезло. Чуть-чуть не долутал, а? Попыточка номер 2. Ну не иди сюда, пожалуйста. Да я обыщу спокойно. Так. А чё у меня медведь в руках? Так, это сюда. Сюда. Радейка, что там без батарейки, не надо. Это скину, может кому-то пригодится. Длинную палку я бы взял на самом деле. Сейчас момент. На самом деле неплохо бы было селочек установить. Так-то кушать мне захочется очень скоро. Ну и куда же? Наверное, куда-то сюда, в развалины. В принципе, место непопулярное. Да и смысл сюда ходить вообще? Ну, воткну, что делать? А вдруг да и поймается кто? Шиповничек. Пойдет. Давай грызть. Ну, да у меня уже перчатки в негодность приходят. Печальненько. Зря я мусорку обыскивал. Осмотрительнее надо быть. Что это? Больница, что ли? Попробовать может. Али не надо? Ну, посмотрим. Смотря как с населением. Труп лежит. По-моему, зомбаря. Ну, значит, тут ни хрена нету. Да. Зато могу обыскать. Перчатки все равно изговнякал, так что можно. Что там? Ну, понятно. Вдалеке еще один зомбарь гуляет. А я тут осмотрюсь. Слышу, кто-то зомбарей отстреливает. Видимо, тот, кто сюда приходил. Ну, понятненько. Значит, мне тут делать нечего. Пойду домики лутать. Страшно-то как. За дверью, что ли, сидит? Понять не могу. Вроде внизу нету. Получается, один тут, второй за дверью. Ну все, уходить надо. Иначе добром не кончится. Да и курочка моя там уже заждалась. Ага, вон один. А где второй? Я так и не понял. Реально в комнате сидит. Да. Чё он там забыл? Закрыл, что ли, кто-то? Сарай бы еще проверить, а вдруг в нем топор? Точила ездит. Вот это не к добру на самом деле.
Как бы они на меня не переагрились. Ну и чтобы вы поняли, стоит он прям под дверью. Переагрились. Как они это делают? Придется ждать. Я так понимаю, он из главного здания выбежал. Значит, оно пустое. И может быть можно проверить на наличие топориков. Хотя на самом деле ложить мне их некуда. Главное их. Как будто их тут навалено. Ну, короче, не вижу я нифига. Так что надо валить. Набедренная кобура. Это типа как ремень, что ли? Куда она упала-то? А, да. Ну, в принципе-то чё? А, туда еще и складывать можно, даже так. Ну, какое? Это я люблю. Люблю такие обвесы. Прям очень. Мужик с мешком. Или рюкзаком. Блин, кувалда. Ну, вообще мне очень нужен рюкзак. Прям очень. Прямо очень. И дома такие неудобные. Что делать будем? Вот этот домик вроде ничего. Но далеко. Дружище. Пойдем, что покажу. Понятно. Так. Сюда подошел. Я тебе на ушко шепну. Ну иди сюда, ну чё ты? Блин, хреновый дом высокий. Хорош. Теперь бы мне вот тот батенька разрешил его залутать. Хотя, по-моему, он застрял. Вроде как. Блин, близко-то как. Опасно. Обыскать. Но он нормально так прилип. Вот пусть там и остается. Все, сильно поврежденный, еще и кола. По-братски. Ну, сильно поврежденный, а что делать? Мне нужен рюкзак. Тут уж не о чем думать. Будет возможность, сменю. Где моя курточка? Вот она. Экс, ну вот и раскидались. Осталось у меня местечко, в принципе, неплохо. Еще и куртку я с собой возьму. А то вдруг и это закончится. Ну а теперь надо отсюда выбираться и дойти уже до моего селка. Ну вот, наконец-то я добрался. А то тут опять метель. Опять вот это вот все. Ни хрена не видно, чуть не потерялся. Ну и посмотрим, на месте ли. А главное, есть ли добыча. Да. Селок сработал. Добычи нет. Либо кто-то забрал, либо есть вариант срабатывания в холостую. Это плохо. Еда-то у меня подзакончилась. Тогда бегу к колонке. Ну а там буду думать, что делать. Ну и у нас тут опять метель. Как всегда, ничего нового. Отпился я, значит, вообще до упора. Теперь у меня просто максимум воды в организме. Надеюсь, бегать смогу довольно долго.
Учту свои прошлые ошибки с селочком. И пойду, наверное, поставлю селок где-нибудь все-таки в лесной части. Ну а потом пойду лутаться и посмотрю, что из этого получится. Очередной труп. Как-то мне везет на них. Честно говоря, не знаю, что я хочу у него найти. Явно человек заспавнился буквально вот-вот. Но... чем черт не шутит, может будет что-то полезное. Палочки, ну из полезного. Полезного что? Палочки? Палочки я беру, фальшики я пока беру. Рация мне не надо, это я кому-нибудь просто поскидываю. Все-таки обувь, она может оказаться весьма полезной. И карту я, пожалуй, тоже возьму. Так, а вот я мерзнуть начинаю. В следующем доме, наверное, буду отогреваться. Ну и там продолжу свои нелегкие стенания. Что-то лежит. О, рюкзачок надо брать. У меня как раз попорченный. Сейчас осмотрюсь. Приходится постоянно ходить с медведем в руках. Психичка вообще долбит как не в себя. А у меня осталась одна таблеточка. Может, удастся медведем как-то выровнять положение. Ну, а может и нет. Но, насколько я знаю, психичку еще выводит, если лежать у костра. Ну, типа анимация, по-моему, прилечь называется. И вроде как рыбалка должна тоже снимать психичку. Но до рыбалки у меня пока дело не дошло. Хотя, я думаю, этим стоит заняться. Вот схожу за селком, посмотрю, как у него дела там, кстати. Надо бы засечь время. Ну, сколько я? Допустим, минут 5 уже бегаю. И где-то через 20 минут отправляться туда. Так, сюда я уже был. Идем туда. Плюс-минус 20 минут должно пройти, чтобы что-то там поймалось. Не раньше. По крайней мере, за 15 минут вообще чудо не происходит. Так. Первая находочка, патроны. Уже 6 штук, неплохо. Правда? Ружья-то у меня нет. Боты лежат. Надо бы поезд проверить. Поезда я люблю. И, по всей видимости, не я один. Раньше было в них побольше всего. Что-то валяется. Антидот. Блин, антидот. Я же не путаю, это противовирусные? Да. Блин, я даже думать не буду. Вот честное слово. Просто ширнемся. И это решит большую часть моих проблем. Вот этот вот кран наконец-то уйдет. На самом деле очень сильно мешает. Очень сильно мешает, что бьет психичка постоянно. И как раз у меня осталась одна таблетка. Хотя, возможно, я и медведем выведу на самом деле. Таблеточку как-то жалко тратить. Все. Я исцелен. Вот это прям кайф. Я даже не поверил, если честно. Каков шанс вообще просто так взять и найти? Блин, по мне, конечно, непонятно, но я реально... Я счастлив просто. Наверное, просто у меня такой радостный шок. Осталось только не получить по тыкве.
Так как антидотов у меня больше нет. Да и вряд ли будут. Опачки. Опачки. Вот это склад я тут обнаружил. Лыжная масочка и топор. Явно кто-то сбросил, но, скорее всего, это ему уже не понадобится. А вот мне топор пригодится, кстати. Не зря, не зря. По сути, единственное, что мне сейчас надо, по большому счету, это лом, швейка и еда. И все. Даже вот, не знаю, лом и швейка. Ну и еда. И лом. И все. И я буду счастлив, потому что приду на отмель, и меня там ждет уже мой пистолет. Можно сказать. Хотя, кстати, меня там может ждать швейка. Надо посмотреть задание. Сори, мэн. Я думал, ты зомби сходу забежал. Русский? Да. А, здорово, сорян, я это, Здорово. нечаянно. Я думал, зомби стоит. Я и так почти это... Чуть ли не откисаю. Я понял. Знаешь, здесь что-нибудь можно найти из одежды. Как то сейчас замерзну и сдохну нахер. На, держи. Да нет, ты скажи, я схожу налутаю. Да это тут как попадется. Я вот бегаю полгорода, обежал вообще ничего. Так что бери, Я одевай. понял. Ну, от души могу яблочко тебе отдать. Да я думаю, тебе нужнее. Я еще пока живу вроде. С едой тут проблемы, так что лучше яблочко-то побереги. Я понял. Ладно, спасибо тебе от души. Побегу дальше. Давай, удачи. Вот это, блин, встреча. Сначала хотел бить в ответку, но потом вспомнил, что сервак-то ПВЕ. И предпочел выбежать. Ну, ладно, всякое бывает. Как бы человек тоже в такую ситуацию попал интересную. Кстати, тут ментяра ходит. И удивительно, как он дверь не выбил. Я надеюсь, он мне ничего не поломал. Ну, хотя пара ударов кулаком. Такое себе. Да не, вроде нормуль все. Живем. Но встречи интересные. Возьму хотя бы его футболку. Как-никак. Хоть какая-то переноска. А мне надо отсюда валить. А шо это вдруг произошло? Так должно быть. У меня прям кровь раз и стала белая. И это прям красота. Как давно я этого всего не видел. Я надеюсь, что это не баг. И цвета останутся со мной на подольше. А еще чуваку сказал, что типа я умираю. Но это я как-то по старой памяти. Хотя, если взять за акцент мое здоровье, то, в принципе, сказал-то довольно верно. О, еще колючка. Это еще селочек. Сразу же его сделаю. Экономия. Место. И червяков, кстати, я чутка подсобирал, пока тут гонял. Ну как чутка? По-моему, 2 штуки нашел. Или одну. Один. Короче, у меня их теперь 4.
Не считая того, что в селке валяется. Ну и что же? Время прошло уже полчаса, кстати говоря, как стоит там мой селочек. Так что надо бы двигать в ту сторону. Если что-то поймалось, то быстренько перекусываю. И из электры я сваливаю. Слишком мне тут везло. Мне кажется, моя удача в этом городе окончена. Сразу двинул я к своему селочку. Ну и пока пользуюсь моментом, немножко расскажу о дальнейших планах. Прям совсем дальнейших на следующий сезон. Значит, выбрал я уже проект, на котором проведу, скорее всего, весь следующий сезон. Проект меня очень заинтересовал, интересный подход. У него есть свой лор написан, кстати, довольно интересно, мне понравилось, такой как история. История включает в себя моменты выживания, кстати, что тоже довольно круто. Проработанный момент, ребята молодцы, постарались. И что больше всего меня заинтересовало, это то, что там очень много новых крафтов, которые я еще не видел. И сама крафтовая механика, которую я также вижу впервые. Проект я пока не называю, это останется такой маленький секрет. Увидите, когда будет новый сезон, собственно. О, куреночек. И что? Проект, кстати, PvP. Это своего рода тоже мне будет немножко в новинку, так как на PvP я, очень давно не играл, на самом деле. Но, как вообще зарекомендовал себя проект, точнее не зарекомендовал, а как утверждают админы, проект довольно-таки хардкорный. Так, сейчас я все уберу и продолжу. Да, так вот, проект хардкорный, но не прям что вот хардкор, а хардкорный в плане для PvP проекта. То есть там не получится сразу со старта нажать на тапку и бежать до СЗ, найти там М-ку, не знаю, пока бежишь, налутаешь себе строй лута. Ну, короче, вот это вот все. Поумирать там придется. Зомбари, как написано, там кастомные. Есть монстры, есть особый вид боеприпасов. Но проект поддерживает стилистику Дейза. То есть это не сталкер моды какие-то, это вот такой вот своеобразный Дейз. Просто чуть-чуть усовершенствованный. Ну и пока все, что я скажу про этот проект. Я уже, честно говоря, с нетерпением жду нового сезона. Очень хочется посмотреть на все это. И я надеюсь, что вы меня в этом поддержите. А сейчас, пожалуй, что я отправлюсь уже в сторону Отмели. Так как мне кажется, этот город себя изжил. По крайней мере, я тут нашел даже больше, чем ожидал. Опачки. Чуть мимо не пробежал. Ну шо, пацаны, аниме? Вот и арбалет у меня теперь появится. Блин. Конечно, я не люблю электру, но... это, наверное, мой лучший заход в этот город вообще за всю историю. Так что чё? Походу возвращаюсь в лес. Хотя, насколько я помню, здесь лес такой себе. И кустов из них как-то не вываливается такие. Ну, в смысле, вот не кустов, а палки. Палки-копалки. Которые надо. Вот вроде как большой куст. Попробую его
слегонца пошерстить. Я тут местечко раскидаю под перчатки. Может быть, повезет. Да. Кайф. Так, ну для начала эти-то палочки я тоже возьму. Как бы лишними-то не будут. Тем более мне стрелы понадобятся. А на это дело палок надо целую гору. Я бы и эту взял на самом-то деле. Да я бы и дрова взял тоже. Короче, пойду в дом, там разберусь. Ну все, вот теперь я готов. Вот прям-таки готов. Рывочек до отмели. Ну и мне необходимо найти что? Швейку? Хотя, скорее всего, я ее на отмеле получу. Я получу пистолет на отмеле. И... мне нужна бутылка, хоть какая-нибудь, чтобы отправляться в дальнейшее путешествие. Опять эта метель началась. Не знаю, скорее всего, на крайний электр буду греться. Ну, там увидим. Так. Блин, электр, ты меня удивляешь. Прочитаю чуть попозже. Основы охотоведения. К тому же первый том. Прям как доктор прописал. Но, честно говоря, я бы лучше за рыбалочку. Зажигалка. Осталось 0%. Не знаю, есть ли смысл ее брать. Но я возьму. Вдруг ее как-то заправить можно там. Газовым баллоном, например. Что-то лежит. Надо дойти. О, шапочка-ушанка моя любимая. Давай. Теперь как человек выгляжу. И витаминка. Прям перед рестартом. Как доктор прописал. Бандану брать не буду. Ну и все. Сейчас рестарт. И до отмели рукой подать. Прям кайф. А я вот тут пока на диванчике полежу.